Добро пожаловать, друзья! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим о том, что произошло с динозаврами. Динозавры — это наземные позвоночные животные, обитавшие на всех континентах Земли в мезозойскую эру, начиная с триасового периода примерно 230 миллионов лет назад и до завершения мелового периода около 66 миллионов лет назад. Они были самыми крупными животными на планете и правили ею более 160 миллионов лет. Однако в один момент они просто исчезли. Возможно, вы задавались вопросом, почему так произошло. В этом видео мы рассмотрим все современные версии и попытаемся разобраться в этой загадке. Мы выделили 5 основных теорий, которые, на наш взгляд, являются самыми правдоподобными и действительно могли бы положить конец существованию крупнейших древних ящеров. Но что это? Метеорит? Вулканы? Или совокупность различных факторов? Сейчас узнаем. Давайте начнем. Если вы погуглите фразу «почему вымерли динозавры», то первое, что вы увидите, будет «динозавры вымерли из-за падения астероида». Действительно, большинство ученых сегодня сходятся в том, что древних ящеров уничтожил метеорит или астероид диаметром 12 километров. Вероятнее всего, он упал на территории современной Мексики в районе полуострова Юкатан. Астероид врезался в Землю со сверхзвуковой скоростью 20 метров в секунду, и на этом месте образовался гигантский 180-километровый кратер Чиксулуб. Исследователи обнаружили его лишь в 70-х годах прошлого века, потому что большая часть кратера спрятана под толщей воды. Также здесь были обнаружены залежи иридия, сверхтвердого металла неземного происхождения. Иридий был покрыт смесью грязи и космической пыли толщиной 5 сантиметров, а сразу над ним начинался слой раннего палеогена, периода, наступившего после вымирания динозавров. Иридий очень токсичный и радиоактивный элемент. По мнению ученых, после падения метеорита или астероида он распространился по всей планете и положил конец не только эре динозавров, но и уничтожил многих других существ. Удар космического тела пришелся на местность, богатую горными породами, в составе которых была сера. Сильный толчок и высокая температура моментально подняли вверх тысячи кубометров породы и микроскопической пыли. Образовавшееся огромное облако перекрыло доступ солнечных лучей к поверхности Земли и спровоцировало аномальное охлаждение планеты. С наступлением темноты и холода прекратился фотосинтез растений и обрушилась пищевая цепь земной экосистемы. Энергия удара оценивается в 100 тератонн в тротиловом эквиваленте, что примерно в 2 миллиона раз больше, чем мощность крупнейшей термоядерной бомбы. Взрыв моментально уничтожил поверхность и убил все живое в радиусе 200 километров. Земля содрогнулась от мощного землетрясения и сильного цунами. Через несколько минут после столкновения на Землю посыпались раскаленные смертоносные обломки, а затем пронесся ужасающий ветер. На протяжении многих месяцев, а возможно и лет, планета была окутана сумерками. А когда все закончилось, то на Земле вымерло до 80% живых организмов. Версия о падении астероида впервые была озвучена в 1978 году американским физиком Луисом Альваресом и его сыном-геологом Уолтером. Теория Альваресов получила поддержку в научных кругах, но не стала единственной. За последние десятилетия появилось множество альтернативных гипотез, и далее мы рассмотрим еще несколько наиболее правдоподобных из них. Эта версия неразрывно связана с предыдущей – падением астероида. Немецкие ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений выдвинули гипотезу, что древних ящеров погубило не само столкновение Земли с космическим телом, а его последствия. Первой о таких выводах климатологов из Германии написала газета «Трибюн де Геневе». Согласно этой версии, взрыв повлек за собой резкое изменение климата на долгие годы. Кроме того, что планета погрузилась в кромешную тьму, средняя температура воздуха на ней понизилась на 26 градусов. Несколько лет подряд температура не поднималась выше нуля, и только спустя примерно 30 лет климат нормализировался. Как я уже упоминал ранее, пострадала вся пищевая цепочка, стали увядать растения, погибали травоядные животные и хищные динозавры. Выжить сумели только наиболее приспособленные к холодному млекопитающие. Но что, если вымирание динозавров началось еще
еще задолго до падения астероида. Такое заявление появилось в 2021 году в издании Nature Communications. В этом журнале была опубликована работа палеонтологов во главе с Фабьеном Кондамином из Национального центра научных исследований Франции. Ученые проанализировали 1600 ископаемых останков древних рептилий, принадлежащих к 6 основным семьям, и пришли к выводу, что динозавры начали сдавать свои позиции задолго до глобальной катастрофы. Примерно 76 миллионов лет назад, то есть за 10 миллионов лет до падения астероида, численность нелетающих динозавров начала резко сокращаться. Причиной такого явления стало изменение климатических условий. Французские ученые предполагают, что наиболее уязвимыми были старшие виды. Климат менялся, холодало, и крупным особям было сложно поддерживать оптимальную температуру тела. Им нужен был теплый климат. Поэтому французские исследователи считают, что глобальное похолодание, первые признаки которого появились 100 миллионов лет назад, стало катализатором исчезновения динозавров. А что если динозавров погубили вулканы? Вулканическая гипотеза, как и астероидная, на сегодняшний день является одной из самых известных. Еще несколько лет назад большинство исследователей были твердо убеждены, что версия с падением астероида является наиболее реалистичной. Также было мнение, что виноваты сразу две катастрофы. В 2023 году издание Science опубликовало статью, что для вымирания хватило бы одних вулканов. Речь идет о Деканских траппах, характерных ступенях в горах Декана, расположенных на территории современной Индии. Геологи выяснили, что массовые выбросы лавы на плато происходили примерно в то же время, когда вымерли динозавры. Такую же версию еще в 1989 году озвучил американский палеонтолог Марк Ричардс из Университета Калифорнии в Беркли. В этом огромном магматическом районе вулканические извержения начались примерно за 500 тысяч лет до конца мелового периода и циклично продолжались на протяжении 800 тысяч лет. Лавовыми потоками была охвачена площадь в 1,5 миллиона квадратных километров. В атмосферу было выброшено колоссальное количество диоксида серы, углекислого газа, пепла и аэрозолей. Это привело к изменению атмосферы, повышению кислотности воды в Мировом океане и наступлению продолжительной вулканической зимы, сопровождающейся кислотными дождями. Значительное похолодание и возникновение антипарникового эффекта негативно повлияло на биосферу и могло уничтожить динозавров. Или же, как бы это странно ни звучало, но ученые всерьез рассматривают эту теорию. Она заключается в том, что одной из причин вымирания динозавров мог стать долгий период инкубации яиц, то есть затяжной период эмбрионального развития. Исследователи из Университета штата Флорида изучили экспонаты Музея естественной истории в Нью-Йорке. Биологи исследовали эмбрионы 2 динозавров – протоцератопса, травоядного ящера размером с овцу, чьи яйца весом по 200 граммов, были найдены в монгольской пустыне Гоби, и гиппокразавра, большого утконосого динозавра, который жил на территории Канады и откладывал яйца весом более 4 килограммов. С помощью компьютерной томографии и микроскопии ученые изучили зубы сохранившихся эмбрионов. Линии роста зубов указывали на то, сколько времени развивался плод. Так исследователи выяснили, что на момент гибели эмбриону протоцератопса было 3 месяца, а эмбриону гиппокразавра 6. Ранее точная длительность инкубации не была известна. Некоторые ученые сопоставляли этот период с показателями птиц и предполагали, что инкубация динозавров исчислялась днями. Однако выводы ученых из Флориды, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Science, опровергли эти убеждения. Поскольку динозаврам требовалось несколько месяцев, чтобы созреть в яйце, а затем примерно столько же, чтобы подрасти и окрепнуть, то они были очень уязвимы. По сравнению с другими животными, детеныши древних ящеров были более беззащитными перед всевозможными хищниками и явлениями природы. Эта теория также объясняет, почему в конце мелового периода динозавры погибли, а другие животные сумели выжить, отметил руководитель исследования Грегори Эриксон. Как бы это заезженно ни звучало, но все в этом мире имеет свое начало и конец. Динозавры господствовали на Земле достаточно долго, и пришло время передать бразды правления новым видам. Так, в 1973 году была выдвинута гипотеза Черной королевы.
Виду необходимы постоянные изменения и адаптация, чтобы существовать в окружающем мире, постоянно эволюционирующем вместе с ним. Другими словами, чтобы сохранить стабильное существование, виды должны эволюционировать и подстраиваться под изменения окружающей среды. Без этого вид вымирает. Так и произошло с динозаврами. Скорость видообразования упала, и к концу мелового периода они просто исчезли. Из-за отсутствия достаточно совершенного механизма адаптации динозавров вытеснили млекопитающие. Гипотеза Черной королевы происходит из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», и, возможно, в ней есть смысл. Споры о причинах массовой гибели динозавров ведутся между учеными до сих пор. Наряду с вышеупомянутыми версиями выдвигаются и такие теории, как уязвимые яйца с тонкой скорлупой, уменьшение численности самок, взрыв сверхновой звезды, которая обрушила на планету потоки радиационного излучения, губительная эпидемия и даже генетическое вырождение. Но все они являются менее популярными. Наконец, 1900-х годов не существовало единственной точки зрения, из-за чего именно произошло вымирание и почему не вымерли, например, крокодилы, черепахи и змеи. В середине 2010-х большинство ученых согласилось, что динозавры погибли от падения астероида. На сегодняшний день эта версия не была опровергнута, а множество других предложенных теорий не только не отменяют ее, а представлены как дополняющие факторы, которые сыграли важную роль в вымирании. А как вы считаете, какая из предложенных версий является наиболее достоверной? Или же каждая из теорий имеет право на существование? Как вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях.